Здравствуйте, Тельцы! Сегодняшний Таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на первую неделю лета. Это неделя с 1 по 7 июня. Давайте посмотрим, что ожидает Тельцов с 1 по 7 июня, а именно по дням недели. То есть мы начинаем с понедельника, заканчиваем воскресеньем, выкладывая на каждый день недели по одной карте, соответственно, сначала из основной колоды, а затем из колоды дополнительной. И смотрим, какие карты у вас при этом выпадут по каждому дню отдельно. Вместе с вами их разбираем. Напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, а также Тельцы. Вы можете оставить свое сообщение, можете оставить свой комментарий под этим видео. Я буду очень признательна вам за такую активность, поэтому пишите, не стесняйтесь. Какая-то карта у нас не хочет ложиться в колоду. Давайте посмотрим потом в дальнейшем, будет ли она у вас еще появляться. Пока что я на ней останавливаться особо не буду. Итак, давайте посмотрим Тельцы с 1 по 7 июня. Какие карты выпадут Тельцам. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта, четверка мечей. Здесь у вас есть карта размышлений, паузы, какой-то остановки. И, кстати, по двойке мечей тоже. Здесь какое-то замедление в начале недели. То есть мы видим человека, который отдыхает от суеты. Человека, который пытается в состоянии такого успокоения, паузы. Возможно, разобраться в себе, разобраться в своих мыслях, немножечко отдохнуть от суеты окружающего мира. И да, возможно, вы здесь хотите сделать какую-то паузу в работе. Кто-то берет отгул, кто-то, может быть, просто какой-то выходной день у вас есть, или, не знаю, даже отпуск начался у кого-то. То есть вот здесь есть ощущение паузы, отдыха, а также, возможно, здесь речь идет о том, что вы углубляетесь в свои мысли, в то, кто вы есть, да, и с чем вы занимаетесь, и что вам дальше, соответственно, делать. То есть какие-то размышления здесь есть для вас, и попытка разобраться в какой-то ситуации, в которой вы находитесь, но вы стараетесь здесь разобраться в своих чувствах, да, заглянуть вглубь себя. Четверка мечей. Ну, давайте посмотрим еще, что здесь может быть у вас, почему выпала четверка мечей. Здесь же семерка кубков, кстати, она у вас здесь тоже есть в четверг. У вас очень много карт Скорпиона, потому что вот карта Скорпиона, семерка кубков, король кубков тоже может делать акцент на водного Скорпиона, да. Здесь могут быть какие-то размышления, связанные с таким человеком. Возможно, либо вы здесь, вот семерка кубков, это размышления о вариантах. То есть вы можете думать о каких-то вариантах, которые у вас есть, о том, как лучше поступить, что лучше сделать, какой вариант выбрать. Но при этом испытываете сложности и трудности, связанные с этим выбором, потому что боитесь ошибиться с выбором, потому что вы вот на этой карте лучше видно, рассматриваете разные возможности и думаете, какая из них наиболее для вас оптимальная или подходящая более возможность, какая приведет к желаемому результату, а какая наоборот будет какой-то для вас негативной или будет иметь плохие последствия, соответственно. То есть вы здесь можете испытывать сложности, связанные с этим выбором, с этой многовариантностью, поэтому здесь, да, может быть непростой для вас день, но для кого-то это, ну, возможность углубиться в себя и получить какое-то творческое вдохновение, потому что это еще и карта творчества, семерка кубков. То, что в принципе карта сама по себе неплохая. Много есть фантазий, много есть размышлений здесь по этой карте, много каких-то планов, которые вы можете строить. А дальше двойка мечей, и по двойке мечей вы как будто пытаетесь оградить себя от ненужных шагов или действий, или каких-то ненужных эмоций, которые окружающие могут у вас увидеть. Также вы стараетесь не замечать чего-то негативного или того, что вас может ранить, защищать себя от чего-то травмирующего и пытаться таким образом сохранять тоже гармонию и мир. Да, если так можно сказать. То есть вы стараетесь быть здесь спокойными, стойкими и не торопиться в принятии решений. Снова акцент на выбор.
возможность принимать решения, но вашу неспешность в этом принятии. То есть вы не торопитесь вот, принимать решение и делать этот выбор по двойке мечей. Давайте посмотрим дополнение, что здесь у вас еще есть тельцы, здесь же есть принц жезлов, и дальше он переходит в принцессу жезлов, соответственно, в эту огненную стихию огненного знака зодиака, то есть лев, овен или стрелец. Возможно, это как-то касается вот такого огненного знака, но вместе с рыцарем жезлов, который здесь имеется, да, который в целом-то про порывистость. Если я говорю, что здесь неспешность в каких-то ваших действиях, неторопливость, то здесь вот есть какое-то как или ускорение, или кто-то вас торопить начинает. Вторник, среда, соответственно, по принцу жезлов. И по принцессе жезлов больше вот этого энтузиазма, решительности у вас есть в середине недели. Больше смелости в том, чтобы действовать, чтобы принимать какие-то решения, чтобы принимать какие-то предложения, в конце концов. Может быть, какую-то информацию или новость здесь получаете, которая дает вам ощущение уверенности в себе, да, такого приободрения. Тут же еще и девятка кубков, карта радости. Вот она называется здесь happiness, то есть радости и счастья от того, что здесь есть какие-то успешные для вас события, чему вы можете порадоваться. Может быть, даже получаете какую-то хорошую возможность для вас, которая будет дарить успех или давать ощущение праздника или каких-то излишеств в вашей жизни. То есть карта очень хорошая. И здесь может быть и какие-то позитивные встречи или приятные какие-то сообщения, новости, которые вы получаете, что-то, что вас радует. Выгодные возможности, тоже выгодное предложение. Семерка кубков, я уже про нее говорила, но у вас здесь же повторяется в четверг. И опять-таки говорит о том, что вы много фантазируете, планируете, думаете вот о будущем, рассматриваете какие-то варианты, касающиеся там будущего, возможного варианта развития событий. То есть вы находитесь в состоянии вот таких вот размышлений. И по карте маг можете уже даже что-то как будто пытаться воплотить в жизнь. Потому что вот здесь, если вы в чем-то сомневались, то здесь вы четко и ясно понимаете происходящее. Вы понимаете, что для вас на самом деле нужно и что важно, и, то есть какая-то ясность ума появляется здесь в отношении определенного вопроса, и много энергии, много вдохновения. А для творческих людей, опять-таки, это вдохновение в квадрате, то есть как возможность вдохновленно что-то творить, созидать, создавать, еще под влиянием этого мага. Дальше карта смерть, карта Скорпиона может делать акцент на общение с человеком знака Скорпион, либо на то, что вы хотите по карте смерть здесь что-то завершить, или что-то с чем-то вот приходится прощаться, или что-то завершается в вашей жизни, какой-то этап, либо вы проходите трансформацию, изменения внутри вас, когда меняется отношение к какому-то вопросу или отношение к какому-то человеку, то есть отношение к какой-то ситуации. И вместе с пажом кубков это может касаться опять-таки водного знака, то есть раки, рыбы или скорпионы. Но здесь вы по пажу кубков можете получить какие-то известия или какую-то возможность, которая позволит что-то завершить, что-то опять-таки как будто бы может освободить вас и дать ощущение легкости, ощущение свободы. Здесь может речь идти о том, что здесь какой-то появляется шанс что-то в себе изменить. Да, как будто с чем-то попрощаться, что-то изменить в себе, хорошая возможность что-то исправить, какую-то ситуацию. Но опять-таки как будто бы попрощаться с чем-то негативным, что-то, что вас не устраивало или что вам не подходило. То есть попрощаться с той негативной какой-то ситуацией, которая у вас была. И карта восьмерка кубков — уйти от чего-то негативного. И по восьмерке кубков как будто бы неуверенность тем, что ждет вас впереди, что будет происходить в дальнейшем. Но вы, тем не менее, по восьмерке кубков готовы попрощаться с чем-то, что вас не устраивает, и по пятерке кубков, что дает какие-то конфликты или разногласия с окружающими, или по пятерке кубков, что вас печалит, расстраивает в конце концов. Также вы можете быть здесь разочарованы из-за какого-то разногласия или конфликта, который возникает, и испытывать из-за этого какую-то, да, опять-таки грусть, потому что вот возникает такая неприятная ситуация или какая-то проблема, которую здесь не хочется решать или не хватает для этого сил и ресурсов. То есть какое-то вот такое не очень хорошее сочетание. Но опять-таки напишите в ваших комментариях, что здесь имеется в виду. Возможно, здесь что-то
будет интересная действительно в субботу. Потом в воскресенье король кубков, карта водного знака. И да, это не ваша стихия, это водная стихия, водный знак. Возможно, раки, рыбы или скорпионы имеют место здесь быть. И тут же двойка пентаклей, карта перемен, изменений, которые касаются этого человека. Если вы с ним общаетесь, что-то меняется в жизни этого человека, или во взглядах, или в общении с вами, что-то кардинально меняется. Также могут быть какие-то перемены на любовном фронте, то есть в отношениях. По двойке пентаклей здесь может быть какие-то колебания эмоций, соответственно, также могут быть какие-то здесь ситуации, связанные с тем, что вы пытаетесь выбрать, принять решение тоже, выбрать что-то, касающееся того, что вы любите, да, это или кого-то, кого любите, да, то есть какие-то ситуации выбора, связанные с выбором. Но и также по двойке пентаклей необходимость мудро подходить к этому решению или мудро подходить к какому-то выбору, соответственно. Также двойка пентаклей, она еще и о вот этой вот, как это сказать, не то чтобы безразличию, но возможная дистанция между вами и кем-то в ваших отношениях. И также здесь о какой-то двойка пентаклей, о какой-то поездке, возможно, но это что-то, что вам скорее нравится по королю кубков, то есть что-то, что вас радует, что-то, что дарит позитивные эмоции. Что-то оптимистичное для вас, двойка кубков. Может быть, даже вы куда-то едете, что-то отмечаете или что-то такое вы делаете, потому что кубки, эмоции, кубок поднятый, да, то есть какие-то такие вот вещи здесь могут происходить. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для тельцов на неделю с 1 по 7 июня мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!